そして東大最強の横綱聖子の登場です。その力は岩を打ちつける波のように押しつぶされます。今回はライバルである7人を紹介します。その動きは秒針のごとく正確で、その強さは最強の鋼にも劣らない。そしてついにオリエントが土俵に来る。彼の穏やかさと自信は時間の流れに似ており、永遠で不変です。Одним из самых популярных стилей наручных часов являются дайверские часы. Когда речь заходит о дайверских часах, трудно обойти вниманием японские бренды. Среди японских брендов наибольшую известность приобрели эти три тяжеловеса, три Йокодзуны – Seiko, Citizen и Orient. В этом видео я хотел бы сравнить эти три бренда на примере популярных моделей, представленных на экране. Есть еще один известный тяжеловес – Casio, но они не делают механических часов. Возможно, это не самые культовые из моделей, представляющих каждый из брендов, но вполне популярные. С названием модели не все однозначно, и тут лучше всего дела у Orient. Их модель называется Orient Ray 2, хотя это скорее народное название. С Seiko иначе. У них форма корпуса похожа на так называемый turtle – черепаха. На циферблате лого линейки Prospex, а на задней крышке надпись Air Divers. Модель Citizen NY2040 из линейки ProMaster. Если вам известны более лаконичные названия представленных моделей или данные им прозвища, пожалуйста, напишите в комментариях. Самый старый и, наверное, самый именитый из трех является компания Seiko, которая была основана в 1881 году, когда Кентаро Хатори открыл магазин по продаже и ремонту часов в Токио. Уже через 11 лет Хатори начал производство собственных настенных часов под названием Seikosha. Еще через 3 года, в 1885 году, компанией были созданы первые карманные часы, а в 1913 году первые японские наручные часы, правда под брендом Lorel. Первые наручные часы под брендом Seiko были выпущены в 1924 году. С тех пор Seiko выпустила много знаковых моделей часов и зарекомендовала себя как успешная компания с множеством инноваций и разработок. Вы наверняка знаете Seiko по их линейке Seiko 5, а также популярным моделям дайверских часов. Citizen берет свое начало с 1918 года в Токио. Основателем Citizen является Камикичи Ямазаки. Первыми японскими часами Citizen были карманные часы, выпущенные в 1924 году. Идею названия ему подсказал мэр Токио того времени, указывая на то, что в отличие от импортных, японские часы должны стать более доступными для японских граждан. Первые наручные часы были выпущены в 1931 году. В 1952 году были представлены первые в Японии часы-календарь, которые отображали число, день недели и даже месяц. В 80-х годах Citizen и Seiko боролись за звание крупнейшего японского производителя часов, и в 1986 году Citizen взяла первенство и сохраняла его до конца 20 века. Citizen Group владеет американским брендом Bulova. Сегодня Citizen остается крупнейшим мировым производителем часов и их механизмов. Вы наверняка знаете их технологию EcoDrive, часы с титановым корпусом, радиоконтролем или Citizen 7 Eagle. Младшим братом из трех можно назвать Orient. Компания была основана в 1950 году, но только год спустя получила свое текущее имя, а также выпустила свою первую модель часов. Примечательная модель была выпущена в 1976 году, многолетний календарь. Orient выпустила множество моделей механических, кварцевых и электронных часов. Вы наверняка знаете знаменитые Orient 3 звезды, Orient календарь или Orient Star. Сегодня бренд принадлежит японской компании Epson. Orient, на первый взгляд, выглядят самыми компактными из трех. Умеренная толщина для часов с автоподзаводом.
завинчивающаяся задняя крышка с орнаментом. Приятные часы. Seiko имеют такую бочкообразную форму корпуса, полированные грани корпуса и высоко выпирающий безель. Кстати, здесь имеются сквозные отверстия для крепления шпильки ремешка. На задней крышке объемный орнамент и надпись Air Divers. Сразу замечаешь, насколько эти часы увесистые. Сравнивая с Orient, разница ощутимая. Citizen тоже имеет полированные грани и высоко выступающий безель, полированная задняя крышка и надпись ProMaster. Часы не кажутся тяжелыми. На весах мы видим, что Orient весит 101 грамм. А Citizen 95 грамм. Они и по ощущениям легче. Ну и Seiko. Весы показывают 123 грамма, что неудивительно, king size. Если измерять габариты, то Orient в диаметре примерно 42 мм. Если измерять диаметр самого безеля, то получаем чуть более 40 мм. Высота от ушка до ушка 46,4 мм. Citizen оказались самыми компактными, примерно 41 мм в диаметре. А вот высота едва превышает этот показатель у предыдущих часов. Ну и, конечно, Seiko, самые крупные. Ширина 45 мм, так как корпус не круглый. Если измерить диаметр безеля, то мы получим значение 42 мм. Но они не такие высокие, по высоте они такие же, как и предыдущие часы. В толщину Seiko 13 мм. Citizen 12,3 мм. А Orient 13,2 мм. Получается, Citizen самый компактный из трех. На запястье часы ощущаются в соответствии со своими габаритами. Чувствуется вес часов Seiko, у которых не только сам корпус массивный, но и ремешок достаточно тяжелый и толстый. Но Seiko не ощущаются как 45-миллиметровые часы за счет коротких ушек. Внутри Orient установлен собственный калибр F6922, который имеет 3 стрелки, дату и день недели. Orient имеет солидный опыт в производстве часовых механизмов. Механизм имеет автоподзавод, ручной завод, стоп-секунду, быструю смену даты. 22 камня, 21 600 полуколебаний в час. Запас хода не менее 40 часов. Точность хода минус 15 плюс 25 секунд в день.
Это довольно новый калибр, представленный в 2016 году. Плюсом этого механизма по сравнению с двумя другими является его новизна и самое лучшее паспортное значение точности хода. Минусом я бы назвал относительно небольшую распространенность этого калибра. Это только тогда минус, когда требуется найти детали для ремонта этого механизма. Внутри Citizen стоит калибр Miyota 8204A. Это по сути то же самое, что Miyota 8205, только без надписи Citizen. Это довольно старый калибр, впервые представленный в 1977 году. Механизм по своим параметрам похож на предыдущий. Тоже дата, день недели, ручной и автоподзавод. Есть стоп-секунда, 21 камень, 21 600 полуколебаний в час. Запас хода порядка 42 часов. Точность хода минус 20 плюс 40 секунд в день. Важное отличие – это однонаправленный ротор автоподзавода, который заводит пружину вращением только в одну сторону. Сердцем этой модели Seiko является калибр 4R36. Этот механизм был впервые представлен в 2011 году. Он очень схож по своим параметрам на два предыдущих. Дата и день недели, ручной и автоподзавод, стоп-секунда. Запас хода порядка 40 часов, 24 камня, 21 600 полуколебаний в час. Точность хода минус 35 плюс 45 секунд в день. Это очень распространенный калибр. Его небрендированной версией является NH36. В темноте, как и ожидалось, все часы показывают себя хорошо в первые полчаса. Далее намечается отстающий, и это Orient, который первым выпадает из гонки. Чуть дольше продержался Citizen, и победителем оказался Seiko. Надо сказать, что после 1,5 часов время разобрать все еще можно на всех 3 часах, но явным лидером является Seiko. Безель на моих Orient вращается довольно туго. Это не новые часы, и, возможно, это только мой экземпляр. Но если это случилось с этими Orient, это может случиться и с вашими. Но даже без учета этого, сама высота и форма безеля не очень удобны для вращения. Безель невысокий и имеет скос. Схватить его не так удобно. На моих Citizen никаких проблем с вращением безеля нет. Он вращается с 60 кликами. Совсем немного гуляет в обратную сторону. Высота и форма безеля удобны для хвата. Безель на моих часах Seiko вращается очень плавно и очень тихо. Нужно быстро вращать, чтобы отчетливо услышать звук вращения. Но здесь заметно гуляние безеля в обратную сторону. Заводная головка у Orient маленькая и глубоко утоплена между защитными выступами. Оперировать этой заводной головкой неудобно. Ручной завод плавный. Установка даты и дня недели тоже плавная. Вот так звучит ручной завод пружины.
Еще одно неудобство этой заводной головки — нет ощущения, когда головка полностью завинчена. То есть при завинчивании наступает момент, когда завинчивать становится трудно, но вращение продолжается, и ты не понимаешь, нужно дальше вращать или уже достаточно. А вдруг внутрь попадет вода? Положение заводной головки часов Citizen лично для меня не очень удобное, как для правши. Зато заводная головка крупнее и не имеет больших защитных выступов. Вы можете визуально сравнить заводные головки Orient и Citizen. Смена дня недели происходит не так плавно, так что я немного переживаю, не сломаю ли я какие-то пластиковые детали внутри. И да, сейчас день. Я знаю, что не стоит менять дату в период после 20 часов и до 4 часов. Вне этого диапазона точно такое же переключение дня. Перевод даты происходит заметно более плавно, без проблем. Иногда я переворачиваю часы, чтобы заводить их или завинчивать заводную головку правой рукой, так как левой мне не так удобно. Давайте послушаем звук ручного завода. Кстати, еще одна особенность Citizen — слышно вращение ротора автоподзавода. Иногда при резком движении ротор может быстро раскрутиться, и это будет слышно. Зато представьте, как намного завелась пружина. Переходим к Seiko. Заводная головка довольно крупная. Вот сравните с Orient. Положение заводной головки удобное. Перевод дня недели очень плавный и почти неслышный, а перевод даты чуть менее плавный. Есть точное ощущение момента, когда заводная головка завинчена полностью. Давайте послушаем звук ручного завода. Приятный и плавный ход. Чуть громче звук, чем при ручном заводе Citizen. Подведем итоги. Начнем с Orient. Часы Orient довольно симпатичные и нравятся мне внешне. Но это пока не начинаешь сравнивать с двумя другими моделями, которые лично на мой вкус смотрятся интереснее. Мне не нравится форма безеля, которую неудобно вращать. Также заводная головка маленькая и неудобная. И хотя Orient Raid 2 предлагает хороший продукт за свои деньги, я бы расположил их на третьем месте в сегодняшнем сравнении. Ремешок у этих часов немного жестковат и оставляет ощущение пластика, как в некоторых недорогих Casio. Seiko объективно выглядит победителем. В них все хорошо, и кажется, что у них нет никаких недостатков. Они отлично смотрятся, хорошо сделаны. У них самый лучший люм. Но есть два момента, которые я считаю необходимым отметить. Первое — это их габариты. Это очень увесистые часы. Мощный стальной корпус, и даже ремешок толстый и тяжелый. Часы хоть и не для маленькой руки, но благодаря коротким ушкам носятся и ощущаются удобнее, чем можно было бы ожидать от часов с диаметром 45 мм. Второй момент – это цена. Seiko устанавливает на свои часы какие-то непомерные ценники. Возможно, вы не согласны с моей оценкой, но цена на них в 2 раза выше, чем на Citizen. И я лично не обнаружил у них ничего, чтобы оправдало двукратное превосходство одной модели перед другой.
Поэтому серебряный призер и мой фаворит в этой гонке – это Citizen. Они предлагают практически все то же самое, но по значительно более доступной цене. Это если вас не смущает заводная головка слева. В остальном это отличный выбор, на мой взгляд. Итак, коротко. Победителем в этой тройке я бы назвал Seiko. У них получается делать лучшие дайверы. Если размер вам подходит и цена не имеет значения, то это, вероятно, лучший выбор. В противном случае есть другие альтернативы, например, Orient. Они предлагают все, что можно ожидать от дайверских часов. Это хорошие, добротные японские часы и отличный вариант сэкономить. С некоторыми неудобствами, с которыми можно смириться. Лично свое предпочтение я отдаю Citizen. В плане эргономики и внешнего вида они мне нравятся больше. По моему мнению, они составляют конкуренцию Seiko и предлагают неплохую альтернативу. При этом я сам в данный момент ношу другие Citizen. Это EcoDrive, то есть кварцевые часы, которые заряжаются от любого источника света. Мне нравится, что они не требуют постоянной носки или ручного завода и всегда продолжают показывать точное время. При этом кварцевые часы заметно более неприхотливые и не такие нежные, как механические. А какое ваше мнение? Согласны ли вы с моими выводами? Каким из представленных часов вы лично отдали бы предпочтение? И насколько японские часы соотносятся, например, с швейцарскими часами? Кто бы занял первое место в таком сравнении, эти Glycine или Seiko? Ведь цена на них примерно одинаковая. Напишите в комментариях. Я с вами прощаюсь. Всем пока.